Я вас категорически приветствую. А вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашим телом во время сна? Почему, допустим, с утра сахара во рту? Или почему иногда при погружении в сон нас так дергает, как будто электрическим током ударило? Давайте разбираться с этим. Ну, во-первых, во время сна пульс замедляется, а температура тела падает. Нормальный ритм сердцебиения – понятие спорное. Одни специалисты считают правильный пульс 60 на 80 ударов в минуту, другие 55 на 90. Однако, каким бы он ни был днем, ночью все меняется. В этот период наше сердце отдыхает, а пульс замедляется до 35-50 ударов в минуту, особенно в фазе глубокого сна. Интересный факт: у некоторых спортсменов сердце настолько тренированное, что бьется в замедленном режиме даже во время бодрствования, а самочувствие при этом не ухудшается. Так у известных велосипедистов Криса Хоя и Мигуэля Индурайна пульс в состоянии покоя составляет всего 30-28 ударов в минуту. Во время сна бывает, тело судорожно подергивается. Внезапные подергивания и рывки чаще всего связаны с первыми стадиями сна. Как правило, они безвредны, но могут быть довольно сильными, иногда даже до такой степени, что фактически могут разбудить. А от чего они происходят, как вы думаете? Напишите в комментариях. Написали? А теперь мнение специалистов. Большинство специалистов утверждает, вздрагивание при засыпании относится к нормальным явлениям организма. Физиологическая миоклония воспринимается организмом как конфликт между расслабленностью организма и мышечным тонусом. В этот период, когда происходит полное расслабление организма, мозг воспринимает это как смерть. В этот момент мозг посылает резкий толчок к мышцам, чтобы вернуть нас в тонус. В результате происходит вздрагивание при засыпании. Во время сна тело удлиняется и каменеет. Если вы измеряете свой рост перед тем, как лечь спать, а потом утром, сразу после пробуждения, то сильно удивитесь, так как скорее всего заметите, что подросли примерно на пол или даже целый сантиметр. Это происходит потому, что снижается нагрузка во время сна на межпозвоночные диски, и они вытягиваются. Позвоночник распрямляется. Однако в течение дня все возвращается на свое место. Следующий факт не для слабонервных. Во время сна дыхание может остановиться. Звучит, конечно, пугающе, но если задержка длится до 10 секунд, это считается физиологической особенностью человека, которая обычно никакого вреда организму не несет. А вот если пауза слишком часто затягивается, доктора считают это нарушением и серьезным поводом для обращения к кардиологу или сомнологу. Ведь, возможно, вы страдаете синдромом апноэ, синдромом остановки дыхания во сне. Чем такое положение вещей опасно? При остановке дыхания прекращается поступление воздуха, снижается газообмен легких, концентрация кислорода падает. В итоге утром человек чувствует себя уставшим, и целый день его сопровождает сонливость. Плюс ко всему, при таком нарушении быстрее истощаются сердечно-сосудистая и центрально-нервная системы. Проблема в том, что человек крайне редко замечает задержки дыхания, только если вдруг проснулся и понял, что ему не хватает воздуха. Однако, есть одна подсказка. Анпоэ часто сопровождается храпом. Так что если вы, скажем так, немного храпите во сне, лучше, на всякий случай, проконсультироваться с врачом. Мозг во сне обрабатывает полученную информацию, ведь наш мозг никогда не спит, а ночью его ждет просто гора работы. Ему необходимо провести проверку работы всех систем организма и, если требуется, запустить механизм самовосстановления. Проанализировать и разобрать по полочкам всю полученную за день информацию, удалить ненужные файлы,
чтобы защитить память и нервную систему от перегрузки. Закрепить мышечную память. Те двигательные навыки, которые мы получаем днем. Ночью мозг переносит их с кратковременной памяти в долговременную. Найти креативное решение. Ведь это не секрет, что творческие личности нередко дописывают во сне книги, подбирают подходящие рифмы, находят вдохновляющий сюжет для картины и многое другое. Но на все на это мозгу требуется время. Поэтому недосып очень опасен как для физического здоровья, так и для психики. Также во время сна иммунная система находится на пике своей активности. Было доказано, что отсутствие сна оказывает влияние на иммунную систему. Одно исследование показало, что организм людей, которым сделали прививку от гриппа и лишили сна на следующую же ночь, не смог выработать антитела, необходимые для защиты от гриппа. Поэтому, как только у человека наблюдаются первые признаки инфекции, следует поспать ровно столько, сколько понадобится иммунной системе, чтобы побороть болезнь. Также во время сна вы, возможно, удивитесь, но человек теряет вес. Во время сна человек теряет жидкость, потея и выдыхая влажный воздух. Это происходит и в течение дня, однако питье и питание сводит на нет любую потерю веса. Поэтому качественный и продолжительный сон необходим при любой диете, чтобы достигнуть успеха. После сна во рту становится сухо. Поскольку слюна в основном нужна для процесса питания, а во сне человек не ест, то слюнной поток по ночам сокращается. Следовательно, человек может чувствовать сухость во рту и испытывать жажду, когда просыпается утром. Также во время сна значительно повышается болевой порог. Когда тело человека полностью расслаблено до состояния парализованного, нервы не могут принимать болевые сигналы и передавать эти сигналы на мозг. Это также объясняет, почему мы спим и не слышим, и не чувствуем запах, не видим и не испытываем ощущения. Также во время сна глаза хоть и закрыты веками, но двигаются. Их движения даже различаются в зависимости от стадии сна. Сначала они плавно перекатываются, а затем, когда человек впадает в глубокий сон, они начинают быстро двигаться, однако человек, как правило, об этом не помнит. Также во время сна человек может ходить. Это явление с научной точки зрения известно как парасомния. Лунатизм и другая активность во время сна, включающая в себя поведение, эмоции, ощущения и сны, которые обычно возникают при переходах между некоторыми фазами сна. Парасомния в основном безвредна, но были случаи, когда люди во время лунатизма получали травмы. Человек во сне может сексуально возбудиться. Происходит это абсолютно бессознательно, как у мужчин, так и у женщин. В период быстрой фазы сна мозг напряженно работает, и ему необходимо больше кислорода. Поэтому улучшается и усиливается кровоток. В нижнюю часть тела также поступает много крови, как итог возбуждения. Возможно, даже органическая разрядка. Кроме того, подключается и психика, которой нужно переработать определенные эмоции. Тогда в игру вступают эротические сны. Иногда их посылает мозг, как продолжение реальной любовной истории, а иногда они становятся отражением внутренних проблем, конфликтов с собой и окружающими. Все происходит благодаря взаимодействию половых гормонов и определенных структур головного мозга. Появляются такие сны, как правило, параллельно со вступлением в подростковый период и сопровождают человека всю жизнь. И одно, на мой взгляд, из самых важных, во время сна активируются процессы омоложения. Во время сна тело усиленно создает новые клетки. Активируется синтез коллагена, который дарит коже упругость. Также восстанавливаются поврежденные участки кожи. Именно во время ночного отдыха происходит регенерация и омоложение эпидермиса. Мощный антиоксидантный эффект оказывает опять-таки мелатонин. Он же обладает противовоспалительными свойствами и стимулирует выработку
собственных защитных ферментов и белков. В результате повышается барьерная функция местного иммунитета кожи. Сегодня мелатонин стал трендовым косметическим средством. Его добавляют в ночные крема, но свой природный гормон, конечно, во много раз лучше. Поэтому старайтесь каждый день хорошенько выспаться. Всем спасибо, кто досмотрел данное видео до конца, но точнее сказать дослушал. Не забывайте ставить палец вверх, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое интересное. До скорой встречи и пока!